поскольку наш проект еще является таким документальным, что ли, как мемуары просителей убежища этой новой волны иммиграции, поэтому у меня такой вопрос. Оставь какое-то свое послание для потомков. Тяжело, тяжело. Я одно могу сказать, если есть хоть какая-то возможность уехать цивилизованно, держитесь за эту возможность. Азюль — это все-таки прям крайняя мера такая. Зовут меня Сергей. Проживали мы в целом в Калининграде, Кёнигсберг. Но последние 4 года работали на побережье Черного моря. Была сеть ресторанов. Когда пандемия началась, ресторанам уже плоховато было. Ну а когда началась война, как говорится, свербила мысль свалить из страны. Строили определенные планы, но так как бизнес как бы в целом был не маленький, нужно было время на то, чтобы передать дела. И на это ушло до лета, грубо говоря, до лета, оформления документов, передачи дел и так далее. На тот момент в Португалии действовала интересная программа, которая работала и для русских тоже. Можно было купить там недвижимость, получить вид на жительство, право на работу и так далее. Мы планировали по этой программе, то есть планировали вернуться в Калининград, продать свою недвижимость и на эти деньги купить недвижимость в Португалии и как бы таким образом лайтово уехать из нашей страны. Получилось, что получилось. По пути в Калининград мы ехали на своей машине, возвращались. На тот момент мы с собой оставили в машине только пару чемоданов с летними вещами. Шлепки, как говорится, платьица, шорты и купальники. Вот. И по пути пытались сделать визы. Параллельно по пути узнали, что Литва отказалась пускать по любым туристическим визам. Соответственно, на этот момент мы были в Москве уже и решили попробовать подать на специальный транзитный документ, который в основном был и придуман для жителей Калининградской области. А мы прописаны в Калининграде, соответственно, мы легко это все сделали. И в тот момент, когда мы ждали готовую транзитную визу, случилась мобилизация. Визу мы ждали 10 дней, соответственно, эти 10 дней каждый день, каждый час приносил какие-то новые новости. К моменту получения этой транзитной визы мы уже знали, что даже на границе с Белоруссией и с Россией стоят уже военные посты, которые проверяют документы у мужчин. И, соответственно, встал вопрос, выпустят ли нас хотя бы в Белоруссию-то. Тоже было непонятно. Но решили попробовать, потому что, ну, если не выпустили, ну, вернулись бы, оставили бы машину в Москве, летели бы на самолете и так далее. Как-то дальше еще думали. Да. Но получилось, действительно, попали на этот пост, действительно пригласили меня как мужчину пройти в вагончик на проверку документов. Это были сотрудники полиции, аэропорта? Не-не-не, это именно военные. Военные. Военные в форме, специальные, раньше этого вагончика не было, это поставили на этой границе вагончик дополнительный, где именно военные на компьютере проверяли тебя по своим базам. Соответственно, там была некоторая очередь из мужчин, и все мужчины, которые стояли до меня, передо мной, то бишь, им просто проверяли на компьютере паспорт и передавали, ну, счастливого пути и все. А мой паспорт с одного компьютера передали на другой компьютер с каким-то условным словом, типа все четко или что-то так как-то звучало. И мы стали еще раз тщательно где-то отдельно проверять. Соответственно, начались дополнительные вопросы, кто такой, откуда, куда, зачем. Но поскольку у меня прописка калининградская, я сразу понял, к чему клонится все. Сказал, что я следую к месту своей постоянной регистрации, так как обязан в случае мобилизации явиться в военкомат по месту регистрации. Они сказали, да, они это видят, ну, что я прав, как бы не обманываю. И сказали, что меня не должны были бы выпустить за пределы сейчас России. Но поскольку я действительно еду к себе, то и отдавая документы, молодой этот военнослужащий, младший офицер, сказал, если ты доедешь до Калининграда,
тебя больше уже никогда оттуда не выпустят. Счастливого пути. Ну, очень тяжело было решиться. До последнего все варианты рассматривали, делать это все-таки, не делать. И это совсем не так, как многие говорят. Вот ты просто по экономическим каким-то причинам выбрал Германию, потому что здесь лучше и даже пособие вполне достаточно для проживания. Это да, это хороший момент такой, его нельзя скидывать со счетов, и приятная, конечно, помощь от Германии, но морально вот это все вдруг бросить родных, близких, какую-то жилье, ну, налаженную, комфортную жизнь бросить и рвануть в неизвестность. И эти лагеря, ну, это очень было тяжело, и морально прям раздавлены были морально первые месяцы. И вот это и страх тоже присутствовал, и какая-то безнадега, безвыходность, и порой казалось, зачем все это было надо. Литовскую границу мы тоже проходили уже как бы с приключением, потому что заняло это почти 10 часов. Нашу машину отставили в сторону, мы были вообще единственные на русских номерах, выезжающие из Беларуси. Понервничали мы тоже очень знатно, потому что вызывали начальника смены, они с лупой разглядывали наш упрощенный транзитный документ, куда-то звонили, вызывали опять нас, спрашивали, а почему и как, а где вы получили. Ну, как бы спокойно, потому что мы все легально получили только что в их консульстве, и сказали сразу, что мы едем домой, и нам в литовском консульстве сказали, что это единственная возможность точно гарантированно проехать в Калининградскую область, что нас точно пустят. Пропустили. Был уже первый час ночи, 1 октября. Вот. Я как сейчас это запомнил, грубо говоря, 15 минут первого. Для калининградцев с такой визой просто точно отмечают до минуты время, потому что только 24 часа на транзит через Литовскую республику, да. Ну, естественно, мы рванули к тому... еще заранее мы купили билет на паром и изначально планировали с Клайпеды уехать на паром в Германию. Но пока мы были, от наших друзей там пришла уже информация, что на въезде на паром очень тщательно проверяют документы, и в том числе на наличие виз. Поэтому паром мы решили не ехать. И параллельно пришла информация, что мы боялись, что в этой ситуации, может быть, дополнительные посты какие-то поставят на границе между Литвой и Польшей. Пришла информация, что там человек несколько часов назад проехал, никакого намека на границу по-прежнему нету, то есть все чисто, свободно. Мы рванули просто на машине через границу. Погода была ужасная, сильный ветер, дождь, ну, в общем, мрачная погода. В 50 километрах уже в Польше от границы нас останавливает простая дорожная полиция. Ну, мы, конечно, меня трясло знатно. Нас забрали документы, минут 15 они там выезжали и спрашивали: пан, ты кто такой, куда едешь, где виза? Ну, пришлось косить под дурака. Говорим, да мы в Калининград едем, где-то не там свернули, что ли? Да вот полчаса назад заправлялись в Литве, показываем чеки, да в Литве же, вот только что. Ждали, в итоге он возвращается: пан, разворачивайся, едь все время прямо, никуда не сворачивай, будет как раз там Вильнюс, там Калининград и так далее. Да, отъезжаем, руки трясутся, блин. Ну, через 2 километра тут же на Варшаву повернули, ну и дальше уже наоборот большими дорогами ехали. Трясло знатно. И до Берлина. Да, и там же прикольно, что между Варшавой и Берлином трасса, это шоссе, называется шоссе Свободы. И мы ехали и прям думаем, блин, это походу действительно так, это не просто так называется. Ощущалась вот эта свобода, когда вырвался? Боялись очень, причем у меня по пути случился, возможно, какой-то инфаркт или инсульт, сложно сказать что, просто остановился где-то там в лесочке пописать, чувствовал себя абсолютно хорошо, и возвращаясь в машину, просто меня трясло, сердце выскакивало из груди, покрылся весь мокрым потом, сидел в машине еще минут 5-10, приходил в себя, охренел полностью. Остановились уже в Германии на ближайшей заправке, и только тогда сообщили нашим друзьям в Берлине, типа, ну что, вы дома, мы сейчас будем через там полчаса. Вот и добрались до Берлина к своим друзьям.
Что было дальше? Вы пошли сдаваться в лагерь беженцев. Как происходила эта процедура именно в вашем случае? В Берлине мы тогда 3 дня отоспались, отъелись чуть-чуть, отдохнули. И, ну, хоть чуть-чуть начали собирать информацию, а что, да как, а где лучше вообще, что делать. Вот, ну, поскольку у нас еще близкие друзья есть в Баварии и в Хессене, и плюс у одних друзей в Баварии именно свой частный дом. И мы исходили из того, что вот машину на русских номерах проще будет где-то в деревне поставить в гараж, чтобы она не светила, чем в Берлине просто на улице ее поставить. Просто какие-нибудь вандалы попортят, номера снимать нельзя, тут тоже эвакуируют, если без номеров машина стоит. И плюс исходили из того, что Берлин как таковой именно нам никогда не нравился. Ну, большой крупный город, всегда нравилось что-нибудь поменьше, типа Висбадена, там, Майнца. Вот. И в этом плане решение перевесило в пользу поехать сначала в Баварию, еще побыть у друзей, еще где-то проконсультироваться, то все, определиться, где машину поставить и уже дальше думать, что делать. Поэтому мы рванули до Баварии, там побыли где-то неделю, ходили на консультации в Каритас в частности. То есть хоть чуть-чуть немного стали понимать, что нам предстоит. Поняли, что нам не избежать лагеря. Морально с этой мыслью смирились. И еще повстречавшись с друзьями из Хессена, я уж сейчас не помню почему именно, но что-то перевесило в пользу сдаться в Хессен. Ну и там мы столкнулись со всей жестью палаток. Скажите поподробнее, как это было. Вы отдали свой паспорт. Что было вот дальше? Вот давайте первый вот свой день с эмоциями, впечатлениями. Мы почему-то решили, что мы вот, значит, выходные все равно там не работает, поэтому выходные проведем с друзьями, они тоже выходные, а поедем в понедельник сдаваться. Потом мы об этом очень сильно пожалели, потому что, видать, так подумало еще очень много беженцев. И мы просидели, прошатались по округе, далеко не уйдешь с этим талончиком. Почти 9 часов. Мы пытались просто сдать. В итоге мы уже в ночи, грубо говоря, наконец-то сдали эти анкеты, то все, и нас заселили в палатки. И когда нас... Что представляет из себя эта палатка? Что там внутри? То есть это в прямом смысле с мягким верхом палатка, но с жесткими стенами. Там есть отопление, кондиционирование, есть окна в каждой комнате, но комнаты довольно большие, с тонкими перегородками по типу как выставочные комплексы делают быстро, легкие, быстро возводимые перегородки. И шторки вместо дверей. Единственное, что нас заселили в палатку, ну вот как бы группу заселили в сравнительно отмытая палатка, то есть она была пустая, и вот группа пришла и заселилась. И что нам повезло, поскольку мы как семейные, хоть и без детей, но нас поселили тоже с семейными. То есть у нас была спокойная комната, и все более-менее чистоплотно все за собой убирали, и, в общем-то, спокойно было. Но поскольку это палатка и стенки не до верха, через комнату были мужская комната, где полночи лупились в карты, кричали, курили, и ругань особо не помогала. Датчики света срабатывали, кто бы куда ни шел, поэтому всю ночь ты спал просто от этого яркого включающегося света постоянно, спать было невозможно. Ну, конечно, мы раздобыли потом очки на глаза эти мягкие, затычки, но это все равно жесть. Ты реально был как в дурном сне. И была единственная цель выдержать это и как потом забыть, как... Да, туалеты были внешние, простые пластиковые кабинки. Их, в принципе, меняли практически каждый день. Ну, буквально через 10-15 минут это все уже было в таком виде, что мужчине по-маленькому сходить еще как-то можно. Женщинам я вообще сочувствовал, не знал, как они... Мы, слава богу, у нас были деньги, мы просто ходили в кафешку минут 15 пешком, нашли хорошую кафе с чистыми, хорошими туалетами, в том числе большой туалет для инвалидов.
И мы там спокойно ходили в туалет, мыли руки там, банально где-то шею, подмышки там, и как-то так себя более-менее чувствовали более-менее живыми еще. Остался ли кто-то у вас в России? И как тяжело было вот принять решение? То есть было ли вообще тяжело, сомнения какие-то, оставаться или уезжать? В принципе, всегда тяжело принципиально сменить не то чтобы страну, даже город, конечно, ну, кардинально поменять, потому что остаешься без основной массы каких-то друзей, знакомых, с чистого листа все начинать всегда тяжело. У меня уже из близких родственников никого не осталось, а у жены мама. Но поскольку мы, в принципе, уже планировали и полгода готовились, грубо говоря, уехать из России, просто немного неожиданно уехали не туда, куда планировали, и не в таком статусе, как планировали. И вместо комфортного существования получили, конечно, жесткий удар под дых в виде лагерей там смешанных. И это было, да, ну, тяжело в любом случае. До последнего момента, даже когда уже прошли литовскую границу и ехали, и еще были указатели, до последнего мы решали, все-таки едем ли мы в Германию. Ну, почему в Германию? Это потому что, да, высказывание Это Шольца. следующий мой как раз Да. вопрос. Почему именно Германия? Во-первых, я уже говорил по-немецки, поскольку раньше часто бывал в Германии и учил просто самостоятельно язык, и я понимал, что мне это легче. Германию мы всегда воспринимали как очень близкую нам по духу страну. С немцами у нас в личных отношениях всегда все хорошо. Есть здесь много друзей, есть было у кого остановиться, обдумать, что дальше делать и так далее. То есть не то, чтобы мы сразу приняли решение сдаваться в Германию, но как минимум добраться до Германии очень хотели. Потому что боялись, что поляки будут выдавать обратно, литовцы тоже. Германия вроде на тот момент заявила, что не будет выдавать, поэтому ну, цель была Германия, конечно, в первую очередь. Уже когда были в Германии, обсуждали вариант либо поехать до Франции сдаться, потому что там есть много плюсов для беженцев определенных, но перевесило все-таки знание языка и наличие друзей там. Ну, конечно, лагеря палаточные мы никак не ожидали для себя. То есть все-таки думали, что это будут лагеря в виде ну, общежитий. В том же Гиссене они есть такие, просто переполнены так, что палатки задействованы тоже. Соответственно, ну, конечно, вот эти жесткие условия, когда даже семьи с детьми в этих палатках, с туалетами на улице, с полной антисанитарией, это было неожиданно, конечно. Вообще никак не предполагали. Ну, мы как это сказать, не изучали этот вопрос, все спонтанно, поэтому, да, немного шокированы были. Тяжело было после комфортного существования в России оказаться в столь жестких условиях. Спасали, конечно, друзья и некоторые финансы, которые были с собой наличными. Для нас единственное, что могло удивлять, это все, что касается беженства. Потому что все-таки, как ни крути, ну приятно прийти, сдаться, тут же получить и питание, и все равно как хоть палатку, но кров над головой. То есть, ну, это было все равно приятно, конечно. И какое-то обслуживание медицинское, ну, при необходимости нам, слава богу, не понадобилось, но мы видели, что вокруг происходит. То есть какая-то помощь социальная, там, хоть и ругают часто социалов, но все равно можно найти поддержку, и те же бесплатные курсы языков, и какие-то еще вот такие примочки для беженцев приятные, и как там потом проездные выдали на общественный транспорт. Ну, вот это все для нас, конечно, новость, и приятно, что это существует и работает, в общем-то, неплохо, скажем так. Расскажи, пожалуйста, о своем взаимодействии с социальными работниками и про социальные плюшки, которые уже удалось получить и каким образом. С социальными работниками в лагерях как-то не сильно складывались отношения, потому что к ним, во-первых, постоянные очереди, пока попадешь, не все не все из них реально пытались помочь, больше так, типа, на отвали, что-нибудь ответят, лишь бы и все. Но попадались и в лагерях люди, которые действительно помогали где-то советом банально, где-то еще чем-то. Но вот уже переехав на Хайм, конкретно Рюзельсхайм, это Крайс Гроссгерау и земля Хессен,
Нам повезло, и прям, ну, реально классные соцработники. Они действительно прям помогают максимально, где-то советом, где-то заполнением документов, анкет, взаимодействием с Ausländer Behörde, социаламтом и так далее. И у нас конкретно в Гросгерау перегружен тафель, и мы 4-5 месяцев никак не могли попасть туда в плане в очередь. И сами, когда писали им там это через соцработников, вот повезло, и мы наконец получили этот тафель. То есть мы теперь раз в 2 недели можем набрать определенный набор продуктов. Он, конечно, всегда разный, но это, грубо говоря, 7-8 килограмм на двоих, абсолютно почти условно бесплатно, там 2 евро платишь и большую сумку на двоих, в целом нужных, начиная от картошки, там макароны, все что угодно может попасться. Вот, это тоже сильно помогает, конечно. И сам вот именно конкретно в Рюзельсхайме, возможно, в других землях есть нечто подобное. Так называемый Рюзельсхайм пас нам выдали через соцработников. Ну, можно было и самим, но они нам все помогли быстро оформить. Это не конкретно для беженцев, это в принципе для социально как-то малообеспеченных людей. Пенсионеры могут получить, студенты какие-то, вот беженцы. И по этому Рюзельсхайм пасу абсолютно бесплатно все государственные музеи города. Город не очень большой, но все равно там несколько музеев есть, библиотеки, театры абсолютно бесплатно. Единственное, там только есть ограничения по количеству бесплатных билетов. Ну, думаю, что они всегда есть. Театр. Так. И что нам очень повезло, это бассейн. Очень классный, во-первых, бассейн, ему всего 3 года, там современные системы водоподготовки, практически неиспользуемый хлор, потому что мы не любим хлорированную воду, в плане в бассейнах стараемся такие не ходить. И здесь были очень удивлены. По нашему Рюзельсхайм пасу мы можем пойти в бассейн, заплатив всего 75 центов с человека. Дошло до того, что мы просто даже перестали пользоваться душами в общежитии, потому что устали немного бороться там за чистоту. И просто, когда нам надо принять душ, бассейн прям в 100 метрах от общежития был, и мы ходили просто в бассейн. Вот, это вообще классно, удобно. Ну, из последних плюшек немецких это Deutsche Ticket за 49 евро, блин. За это мы, конечно, ухватились 2 руками и ногами. Благодаря этому тикету мы здесь, в Берлине, проехав через всю Германию с 4 там пересадками. Комфортно все равно, хоть и устали, но комфортно. Мы переехали на квартиру, и когда мы получили разрешение и переезжали, социальные работники нам рассказали, что мы можем еще попросить денег на переезд. Социальную помощь. Выдали нам необходимые бланки, пояснили, как заполнять, тонкости, нюансы. Ну, мы так, конечно, думали, хорошо, если дадут, но не верили как-то особо этому. И буквально через неделю вдруг довольно внушительная сумма на счет капнула как помощь на переезд. Причем никаких требований как-то отчитаться, ничего нету. У социального работника мы уточнили, он сказал, что можно покупать просто на Kleinanzeige, просто в частных объявлениях, соответственно, никаких документов, подтверждающих покупку, у нас и не будет. Вот, это вообще прям так неожиданно и приятно было, что можно купить сейчас и стиральную машину свою, и сушильную, там, и что угодно. И вы в этом лагере прожили все время или было переселение куда-то? Нет, не все время, там периодически трансфер, так называемый, случался. Каждый раз, первый раз мы этого трансфера ждали как не знаю чего, потом мы стали с трансферов опасаться, потому что порой ты переезжаешь в худшие условия, и ты понимаешь, что лучше бы ты оставался уже на одном месте и никуда бы тебя не дергали. Тем более, что каждый раз трансфер сопряжен с очень, по сути дела, ужасной организацией.
То есть, например, тебя будет в 5 утра, заставляет выйти в 6, а в итоге в автобус садишься только в 8, и 2 часа ты стоишь под дождем, например, на улице, как дурак, со всеми вещами. Ну, в общем, все немного странно организовано, но не столь важно. Первый раз мы переехали, наверное, недели через 2 или 3. Переехали в лагерь от Красного Креста в Альсфельде. Там были свои плюсы, свои минусы. Из плюсов было то, что часть людей жила в теплых контейнерах. Из минусов, что разделили семьи, но то есть женщин поселили в теплые контейнера, мужчины в большую общую палатку. Ну, днем можно было приходить как-то тусить в этом теплом контейнере, на ночь всех выгоняли. Но как раз были первые заморозки. Это была зима. Ну вот ноябрь, да. Первые заморозки были несколько дней, когда ударило -8 там, в Хессене. И как раз вот мы были в Альсфельде, и там не справлялись с системой отопления. Причем к этому моменту он был уже тоже переполнен, и стали в эту палатку для мужчин селить в том числе и семьи с детьми. Там были разбиты на комнаты человек по 80-100, как-то такие большие комнаты, условные комнаты. Вот. И температура падала до +7 градусов в палатке. То есть я к этому моменту уже обзавелся 3 там одеялами, у нас была, купили грелку, которую наливали горячей воды, там теплые носки. То есть я ночь как-то переживал более-менее. А семьи с детьми просто сбивались в кучку, сидели всю ночь, дети плакали, все одеяла на себя надевали, и прям, ну, реально жесть было даже смотреть на это, не то чтобы самому вот так с детьми оказаться. Вот, там мы и простыли, естественно, потом долго кашляли и так далее. Из плюсов в Альсфельде то, что это реально очень волшебный, прям из сказки городок, который относится вот к братьям Гримм. Они там провели какое-то время, и сказки, собственно, вот затрагивают именно такие городки. Но он очень маленький, то есть за один день ты всю эту сказку исходишь вдоль и поперек, насмотришься. В общем, когда мы оттуда уехали, мы вроде как радовались, но боялись, что будет хуже. А оказалось, в итоге мы опять оказались в Гиссене, опять в палатке. Оттуда. Да. После Гиссена там мы совсем мало были, буквально пару дней. Опять трансфер был, но уже Фридберг, там был лагерь без палаток. И там мы впервые оказались, то есть это уже 1,5 месяца в общей сложности мы где-то были по палаткам. Мы оказались в нормальном каменном доме, в отдельной комнате, душ, туалет, ну, с соседями комнаты. И там в целом было хорошо, но там мы побыли всего неделю. И оттуда нас опять, трансфер опять в тот же Гиссен и опять в палатку. То есть это уже получалось, мы где-то 50 дней в общей сложности были в палатках и плюс вот неделю в каменном доме. Ну там я пошел уже плакаться к социалам, и говорю, ну невозможно почти 2 месяца быть по палаткам, может все-таки найдется комната. И да, о чудо, нас переселяют в Гиссене же, но в нормальную комнату. Там получается еще около 10 дней пробыли. На ваш взгляд, что именно вам, вот как беженцам, могло бы помочь в этой системе приема? Ну, чтобы облегчило жизнь и вот эти страдания, связанные с постоянными перемещениями и всеми вот этими проблемами. Ну, самое-самое, что могло бы нам помочь, причем это вообще несложно и облегчило бы жизнь самим социалам, самим лагерям, этим распределителям и так далее, это не требовать нахождения в этом лагере, а просто взять контакты в виде телефона, WhatsApp, имейла и о любой пришедшей информации, о любой трансфере, просто сообщать смс-кой банально, там, каким-то сообщением о том, что завтра явиться к 8 утра, т.д. Это было бы и для них бы проще, и для нас бы проще, не мучили, ну, по крайней мере, у тех, у кого есть возможность где-то жить, у друзей, у знакомых.
то да, это облегчило бы очень сильно. То есть в идеале сделать какое-то предложение, да, для беженцев и социалов, куда ты мог писать: я поехал туда-то. Они же требуют того, чтобы ты, ну, рассказывал, куда ты именно едешь, чтобы знать, где ты, да. То есть какое-то приложение или смс-уведомление, ты просто пишешь им: я еду туда-то, туда-то, настолько-то, настолько-то, я вернулся. Это бы помогло или вот сам механизм? Ну, приложение это прям совсем, наверное, идеальный вариант. Но в некоторых землях, часто общаясь в чате, я уже потом узнал, что в некоторых землях социалы с удовольствием берут контакты, просто ну, контакты делают, я не знаю, себе чуть ли не на листе бумаги из проживающих это. И любой социал, когда нужно связаться с кем-то, берет из списка контакт и сообщает о пришедшем письме или о чем-то. Ну, приложение это, наверное, далеко идущие планы, которые бы на федеральном бы уровне могли бы уже тогда облегчить. А так в рамках отдельно взятого лагеря, ну вот просто списки какие-то с контактами. Сталкивались ли вы за время своего пребывания в Германии с какой-либо помощью? Кто-то как-то помогал, какие-то, может быть, самые вот яркие моменты помощи, что прям в душу запало, и вы очень благодарны от этого? Ну, когда мы при последнем трансфере вообще не предполагали, куда мы едем и что, и очень боялись, что нас в очередной какой-нибудь ужасный лагерь переселят из Гиссена. Вдруг оказалось, что нас заселяют уже в Хайм, то есть такое общежитие. И у нас отдельная комната с ключом. Комната на ключ наконец-то закрывается. На входе почтовые ящики с уже наклеенными нашими фамилиями. Это было так уже неожиданно, хоть и ожидаемо, но неожиданно, что все-таки это свершилось. И возле каждой комнаты ждала большая довольно коробка картонная с нашими именами от, ну как от мэрии, да, города, районного центра, который нас принял, с очень многими полезными мелочами для быта. Все новое было. Такие как, ну, понятно, все новые были подушки, одеяла, это помимо этого. В коробке были полотенца, там, допустим, разделочная доска, поварешки, небольшой набор тарелок, кружек. То есть вот минимум необходимый для проживания. В комнате, кстати, холодильник был, и нам повезло, Хайм был именно новый. Мы первые, кто туда заселились. То есть прям новые холодильники, новые матрасы, все новое было, чистое, ни тараканов, ни какой-либо живности. Вот. Но на следующий день нас ждал еще больший сюрприз, потому что утром кто-то привез и выгрузил к Хайму целую кучу тоже коробок с наклеенными именами, где было еще куча приятных мелочей, но уже либо БУ, либо новых, ну если и БУ, то все чистое, в отличном состоянии. В этом случае именно были уже коробки именно от жителей ну, соседних городов, городков. Тоже кучу нужных необходимых вещей, какие-то персонники для стола, например, солонки, перцемолки, еще немного посуды, допустим, форма для выпекания, какие-то ножи, ну, то есть еще куча каких-то приятностей. Это было так мило и неожиданно, что просто прям слезы было трудно сдержать. Да, и получилось интересно, что там посуда была, ну, видно, что разрозненная какая-то, хороших фирм порой попадалась. И был один очень редкий такой молочник, очень дизайнерский, очень, мне он очень понравился. То есть все. И мы вспомнили, что что-то подобное мы видели у наших друзей. Ну, мы сфотали им, послали и говорим, вот так и так, смотрите, какой прикольный молочник, как раз у вас есть из этого сервиза, есть там кое-что тоже дома. И Лена, наша подруга, говорит, вы представляете, буквально месяц назад мы такой молочник отдали, тоже собирали различные вещи в помощь беженцам, и мы такой молочник отдали в помощь беженцам, а это 12 километров от того, где мы живем. То есть есть вероятность, что этот
он редкий, ну, редкий сервис, больше я никогда его нигде не видел. Что, возможно, это их молочник достался нам таким образом. Когда мы поселились в Хайм, все равно, ну, необходимо были какие-то вещи типа там электрочайник, банально покрывало на кровать, какую-нибудь настольную лампу, что-то еще нужно было. Мы рассказали друзьям, чтобы мы хотели. Что-то нашлось у друзей по подвалам ненужное, но рабочее абсолютно. Что-то они кликнули клич еще по друзьям. И в итоге мы только один раз виделись с этой женщиной, до этого я имею в виду. Вдруг привезла нам просто все новое в упаковке. Она специально для нас купила большую там лампу торшер интерьерную, новое там покрывало, еще уже я даже не помню что, но много чего, какие-то там полезные вещи, другие там где-то чайники там собрали, кофеварки, то есть все очень быстро нам сложили, причем даже кое-что было излишек, и мы уже делились с другими в Хайме проживающими ребятами. Вот. И еще что в Германии очень мне нравится, и это действительно очень полезно, просто гуляя по городу, всегда можно встретить выставленное, аккуратно упакованная, например, посуда с надписью там «Zum Verschenken» в подарок или «Zum Mitnehmen» взять с собой. И ты можешь выбрать, что тебе надо, набрать. Таким образом мы быстро обросли уже громадное количество посуды и так далее. Уже потом делились со всеми. Соседи там и офисный стул себе хороший нашли, и какие-то сушки для белья раскладные и так далее. То есть все аккуратно выставляется с надписью, и ты можешь все это забрать в течение какого-то времени, пока не приехал, не забрали на мусор. Вот, это очень нравится здесь. Раз уж это часть нашего разговора про помощь, удалось ли вам помочь хоть кому-то, ну, в какой-то мелочи или в каком-то важном деле из беженцев? И как это было? Ну, во-первых, мы, естественно, всегда делимся, чего у нас есть излишек, в первую очередь со своими, и только потом уже там выставляем. Естественно, в первую очередь максимально пытаемся помочь информации, то есть то, что мы уже прошли, на чем уже обожглись, что поняли, что неправильно. Мы в чате всегда стараемся все рассказать, чтобы люди не наступали на те же самые грабли. Ну, финансово, увы, особо помощь не получается оказывать, потому что сами пока на социале и только. Здорово, это уже очень много. То есть, как бы даже просто маленькое желание помочь информационно или отдать лишний чайник или кружку в нашей ситуации это очень ценно и важно. Спасибо. Ну, стараемся, ну да, стараемся. Еще, кстати, сталкивались в Германии очень часто волонтеры. В частности, вот одна из наших подружек, живущая в Германии, волонтерит уже с начала войны, помогает украинским беженцам. Все равно они же в основном русскоговорящие, и помогает им заполнять документы различные, там на пособие, на там, ну, куча каких-то документов, анкет, которые надо заполнять. И мы с такими украинскими беженцами встречались и у ней дома, когда приезжали в гости, когда она им как раз помогала заполнять анкеты. У нас, как таковых, с украинскими беженцами ни разу не было каких-то конфликтных ситуаций. Наоборот, даже поддержка. Были даже до слез, когда люди бросались обниматься и благодарили, что мы по эту сторону остались, а не там. Удалось ли найти работу или учебу в Германии? Какие были с этим сложности или сейчас есть? Собственно, сложности только одни – документы, которые у нас сейчас на руках. Так-то никакой проблемы найти работу вообще нет. С учебой, конечно, чуть посложнее, там требования языка более жесткие. Как все началось? Значит, когда у нас были на руках первые трехмесячные документы зелено-розовые, не помню, как они там по-немецки называются, где стояло разрешение на работу только с разрешения, извиняюсь за тавтологию, Ausländer Behörde, мы начали уже подыскивать какую-нибудь работенку, но понимали, что поскольку необходимо время для изучения языка,
И как раз в этот момент попались курсы бесплатные, интенсивные А2, на которые было место, и нам разрешили присоединиться к ним, хотя это уже посреди курса было. Вот, соответственно, работа была быть только, ну, мини-джоб, так называемый здесь. Соответственно, мы стали посматривать объявления, и попалось объявление. Изначально мы думали, это какой-то мини-отель, нужен был хаусмастер, то есть человек, который по хозяйству помогает, розетку прикрутить, там кран потек, еще что-нибудь. Как раз предлагался вариант мини-джоб, то есть 520 евро в месяц из расчета 15 евро в час, что в целом неплохо, но в обмен на проживание в маленькой квартире. Ну, мы думали, что это просто один из номеров этого мини-отеля выделяется. Мы думаем, ну, отлично, заодно как бы переедем в отдельную маленькую квартирку со своим маленьким душком и кухонькой. Вот. Долго никто не отвечал на наш запрос, недели 2 прошло, потом ответили, что вот если вам еще интересно, извините, что мы так долго не отвечали, но готовы встретиться. Мы опять написали, что да, готовы, опять на неделю где-то это все пропало. И как раз в этот момент уже подходили к концу, собственно, наши 3-месячные эти аусвайсы. Мы понимали, что с таким аусвайсом, который уже заканчивается, вроде как сложно куда-то что-то оформиться. И мы написали в Ausländer Behörde, типа, пожалуйста, поменяйте нам аусвайс уже сейчас и поставьте там вот разрешение на работу, так как мы нашли мини-джоб, пойдите нам навстречу. И отправили оригиналы в Ausländer Behörde, остались с копиями. Ну, естественно, Ausländer Behörde не так быстро отвечает, как хотелось бы. В итоге я получил новый документ, но, к сожалению, опять только на 3 месяца. А нет, вру. На 6 месяцев неожиданно пришел документ, но тоже только с разрешения Ausländer Behörde работа стояла. А жене просто, видать, какая-то ошибка была, там через неделю тоже пришел. И получив уже эти документы, мы пошли встречаться по поводу работы. Оказалось, что это не мини-отель, а просто пожилая пара немцев сделала ремонт у себя в доме, выделила отдельную квартирушечку, и в перспективе, да, должен жить какой-то человек или семья, которая будет им помогать по хозяйству и в обмен на проживание. Ну, слава богу, люди оказались общительные, приветливые, ну, в целом рады были бы нам помочь и готовы даже были заморочиться со всеми этими документами, ожиданиями и так далее. Получилось, что мы сделали запрос в Социаламт на изменение места жительства, на снятие квартиры, и сделали запрос на получение разрешения от Ausländer Behörde на работу. Эту пару мы попросили разделить договора, сделать отдельно договор на работу, отдельно на проживание. Потому что до этого они как одно целое предлагали, а мы объяснили, что у нас разные ведомства за это отвечают, и я боюсь, что они бы в ступор впали, если бы этот договор и там бы был одинаковый. Вот, в итоге, пока все это мы ждали, мы получили письмо о депортации в Литву. Очень расстроились и, конечно, несколько дней в ступоре были. И следом вдруг приходит разрешение на переезд. То есть, ну, понятно, что разные ведомства занимаются поэтому. И мы собрали вещи, переехали в отдельную квартиру. Я уже как бы начал там работать за эту квартиру. Мы подружились с этой парой. Это образованные люди. И просто из-за того, что вот мужчина Вернер, он очень сильно потерял зрение. Раньше все делал своими руками и теперь не может. И как бы я его глаза и руки теперь, вот. И он с удовольствием поправляет меня в немецком языке. И ему, судя по всему, это доставляет удовольствие, а мне это очень крутая помощь в изучении языка, конечно. И вроде бы все рады и довольны. И сейчас только ждем это разрешение на работу, чтобы все официально узаконить. Может быть, тогда были какие-то неприятные моменты с нашими соотечественниками за отъезда, возможно, бывшими друзьями или людьми, ну, которые остались вот в России, может быть, из круга подписчиков или, ну, каких-то людей, которые так или иначе наблюдали за вашей жизнью?
Но, если честно, мы до сих пор в России почти никто не знает, что мы в итоге убежали из страны. То есть знают буквально несколько человек, родители жены и буквально несколько человек друзей. То есть до сих пор мы пока морально не готовы даже это рассказать, потому что это тяжело даже рассказывать. Вот. А из друзей, знакомых в Германии пришлось, да, столкнуться с недопониманием, полным непониманием. С одной из наших друзей, да, упорно не хотят верить, что мы убежали по политическим мотивам, а не по экономическим. То есть уверены, что вот вы же всегда хотели переехать жить в Германию, и вот наконец-то воспользовались. Ну да, мы в принципе всегда хотели бы переехать в Германию, но мы никогда не готовы были для этого так жестко менять свою жизнь. То есть да, я был бы рад наконец-то заработать кучу денег, купить бы тут домик и экономически переехать сюда. Только за, всегда был двумя руками, но никогда не через палатки. Банальные, что ли, детские, откуда-то. Кем ты себя видишь через 5 лет? Какие у тебя планы на реализацию в Германии? Вот твоя мечта, кем стать здесь? Ну, для начала стать здесь полноправным, не то чтобы гражданином, но хотя бы с видом на жительство. Человека, который имеет право перемещаться, ездить за границу, работать и так далее. То есть документально узакониться, это как минимум. Кем я себя здесь конкретно вижу, ну, пока даже не представляю, но знаю одно, что я по жизни всегда что-то организовывал свое и нанимал сотрудников. Поэтому, скорее всего, рано или поздно кончится тем, что я что-нибудь здесь организую. Для начала сам буду что-то делать, потом кого-то еще, возможно, буду selbstständig, как называется здесь. То есть планирую платить налоги и быть полноправным членом общества. Не бойтесь все-таки менять в своей жизни ничего такого. Мне кажется, гораздо хуже оставаться в болотце, тепленьком, приятненьком каком-то таком, может, не всегда хорошем, но тебе известном. Надо все-таки дерзать, искать что-то новое, пытаться, потому что я думаю, что в конце своей жизни больше всего будем сожалеть о том, что ничего не попытались сделать, чем пытались, но, допустим, не получилось. Как-то так. Пытайтесь, делайте все что угодно. Живите.